Привет, мои дорогие! Я связала 3 джемпера по одной выкройке. И я вам сейчас вкратце расскажу о каждом. Все джемперы я вязала на вязальной машине 5 класса Brother 930. Пряжа вот такая. Это вспушенный меринос, кидмохер и нейлон. Мне он показался простенький, поэтому я решила накрутить шнурочков на вязальной машине из этой же пряжи. И вот такие вот разные зигзаги сделать. Потом здесь немножечко украсить. В общем, получился вот такой эксклюзивчик. А это мой второй джемпер, который я связала из пряжи ручного окрашивания по той же самой выкройке. Не добавляла никаких там дополнительных извращений. В принципе, получился он и так, как на мой взгляд, прекрасно. Я покрасила всего 100 грамм пряжи, и мне как раз хватило для того, чтобы связать джемпер. Ну и мой третий джемпер, который я связала из аналогичной пряжи, что и первый, вспушенный меринос, кидмохер и нейлон. 950 метров на 100 грамм это пряжа. У меня ушло где-то 115 грамм на этот джемпер. Расход очень хороший. Кстати, на ручного украшения джемпер 100 грамм, 2 пасмы по 50. И вот на этот и бордовый у меня ушло по 100, от 110 до 120 грамм. Я записывала видео процесса вязания этого джемпера. Поэтому, если вы меня смотрите на YouTube, не переключайтесь, смотрите дальше. А если вы меня смотрите в других соцсетях, Instagram, TikTok или на других платформах, пожалуйста, перейдите по ссылочке ниже и досмотрите это видео до конца. В процессе вязания этого джемпера я подробно рассказывала каждый шаг, что зачем делала. Значит, вязала я вот на вязальной машинке, это Brother 930, однофантурная, поэтому, чтобы связать резинку, я использовала робот-каретку. Все это дальше смотрите в видео, конечно, если вам интересно. Вот, начнем мы с этой бобинки серого цвета, и на ее примере посмотрим, что получится. Вот моя выкройка, тоже потом отдельным видео расскажу про нее. Здесь все очень просто, видите, никаких нет дополнительных покатов рукавов, но тем не менее очень удобно и комфортно ее носить. Вот, так что по ней, по этой же выкройке, свяжем еще один джемпер. У меня однофантурная вязальная машинка, поэтому начну я вязать джемпер при помощи робот-каретки. Свяжу на нем резинку. Если у вас двухфантурная вязальная машина, вы сможете связать резинку обычным способом. Я набрала бросовой нитью и провязала несколько рядов на необходимом мне количестве петель. Потом цепочкой набрала петли уже основной ниткой, которую я буду вязать. Провязала 2 ряда кареткой, и сейчас настрою робот-каретку для вязания резинки. Я хочу вязать 533 узор, это резинка 2 на 1, поэтому я нажимаю степ, сбрасываю 533, степ, вот еще раз степ, загорелся зеленый огонечек, робот-каретка готова вязать. Вот сейчас я проведу. Видите, зажглась буква G. Значит, робот-каретка готова вязать. Вязать я буду 16 рядов, поэтому я здесь 16 рядов поставлю. Потом нажму на зеленую кнопочку и поехали. Робот связал 16 рядов. Здесь обнулился счетчик, а здесь на машинке 16 рядов. Переходим на обычную каретку, вяжем дальше. Согласно выкройке мне надо связать ровно 105 рядов. Здесь я счетчик обнуляю. И будем вязать 105 рядов ровно. Связала нужное количество рядов и вот здесь сделала отметки. Это 105 ряд по моей выкройке. Эти отметки нужны нам для того, чтобы по ним мы потом аккуратненько вшили рукав ровненько. Также сейчас нам надо будет разделить
вязание и продолжить вязать горловину. Как это сделать, я вам сейчас покажу и расскажу. Нам нужны две центральные иголочки. Вот 0. Двухушковым декером перевешиваем в одну и в другую сторону петли по одной петельке от 0. Иглы, которые освободились, задвигаем в нерабочее положение. Я буду вязать горловину одновременно с двух сторон, поэтому у меня появился еще один вот такой моточек основного цвета пряжи. И сейчас я настрою каретку на вязание жаккарда. Для этого зажимаю верхнюю кнопочку, затем введу первую и вторую нить в положение А и Б. Иглы противоположной от каретки стороны я выведу в положение D, которое способствует вязанию жаккарда. Вяжем один ряд. Что мы видим? Что нить из положения А у нас провязалась на петлях, которые были задвинуты в обычное рабочее положение. А нитка из положения Б провязалась на иглах, которые были выдвинуты для вязания жаккарда. Таким образом, у нас получается две отдельные детальки. Теперь нам надо снова выдвинуть в положение жаккарда иглы и одну вот эту вот нить проложить поверх игл и снова провязать ряд. Смотрим, что у нас получилось. Иглы, которые были выдвинуты, у нас провязались опять одной ниточкой, а иглы, которые были задвинуты в рабочее положение, провязались другой ниточкой. Поэтому у нас получились две отдельные половинки. Теперь мы берем, опять убираем по одной петельке с каждой стороны горловины. И таким образом формируем V-образную горловину. Продолжаем вязание, убавляя по одной петле с каждой стороны горловины в каждом втором ряду. После того, как горловина связана, переходим к вязанию скоса плеча. Свяжем скос плеча и закроем петли. Перед связан. Теперь аналогичным образом свяжем спинку, за исключением выреза горловины. Спинка и перед связаны. Сейчас я буду вязать рукав. Для этого я набрала 60 петель согласно моему расчету, связала 16 рядов роботом-кареткой и теперь перешла на обычную каретку. Продолжу вязание, прибавляя по своим расчетам в тех рядах, которых необходимо, по одной петельке с каждой стороны, для того, чтобы расширить рукав, и он красиво поместился в пройму. Я связала один рукав, сейчас аналогично свяжу второй. Как вы видите, я не закрывала петли непосредственно самого полотна, самого рукава, оставила их открытыми, связала несколько рядов бросовой нитью, ну и потом, когда будем уже собирать изделие, я вам покажу, для чего я это сделала. Пришло время собрать вместе две половинки. Я уже одно плечо собрала, и сейчас я вам покажу, как я буду собирать второе плечо. Для этого мы берем, складываем друг к дружке лицевые стороны. Лицевой стороной две детальки вместе. Нам надо набрать 35 петель и навесить на иголочки, а потом закрыть. Как я это делаю? Вот смотрите, у нас есть петельки. Вот это первая петелька. В нее я введу декер и
нанизывать буду на иголочки. И вот так вот каждую петельку под самый край я буду нанизывать на иглы, вот по этому краю. Аналогично поступаем и с другой половинкой. Будем нанизывать на иглы вот эти вот крайние самые петли. Обе половинки у нас на иглах. Теперь через сколки закроем. Плечико готово. Теперь мы будем обвязывать горловину. Горловина получилась глубокая, широкая, и обвязывать я ее буду на плотности 5, чтобы стянуть немножечко вот эти вот края. И обратите внимание, что основное полотно у нас было на плотности 10. Соответственно, плотность убираем в половину. Чтобы начать обвязывать горловину, мы ее разделим пополам. И у нас получится две половинки, которые мы будем обвязывать отдельно и потом соединим здесь и вверху. Я высчитала, что вязать горловину буду на количестве петель равным 90. Это будет одна половинка. И 90 петель мне понадобится для вязания второй половинки. Бросовой нитью я набрала 90 петель. Потом я связала 4 ряда на плотности 5, 1 ряд на плотности 6 и 4 ряда на плотности 4. Почему так? Потому что я буду делать петлевку в карман, и вот один ряд на плотности 6 мне поможет как раз красиво сложить две вот эти вот половинки, которые потом будут идти как каемочка на горловине. Теперь кладем нашу горловину, сложенную пополам, на машинку изнаночной стороной к себе. И будем нанизывать на иголочки. Все иголочки у нас на месте. Снимаем. Теперь нам надо петли вот эти вот нижние, которые у нас были открытые, навесить на эти иглы. Первая половина горловины готова. Сейчас аналогично вторая. Потом соединим здесь и вверху. Горловина готова. Вот так вот из двух половинок я ее сделала. Первая половинка идет до серединки спинки, потом от серединки спинки до серединки переда. Осталось только пришить рукава и сделать боковые швы. Берем рукав и по открытым петлям нанизываем на иглы каждую петельку. Открытые петли рукавов на иглах. Теперь смотрим наши отметочки. Смотрите, полотно должно быть лицевая сторона к лицевой стороне. Отметки у нас рукавов. Вот отметки рукавов. Раз.
и отметка рукава 2. И нам надо вот эту часть всю навесить на иглы и потом закрыть. Смотрите, у нас есть такой провисший момент. Почему так получается? Потому что количество петель у нас меньше, чем количество провязанных рядов, и ряды они немного растянуты, края. Посмотрите, вот здесь я уже, вот в этой половинке я уже навесила. Все ровно, безо всяких провисов, и ничего не стянуто. Чтобы добиться этого эффекта, как я делаю? Трехушковый декер. Я нанизываю 3 ряда на иглы, 1 пропускаю, 3 ряда на иглы, 1 пропускаю, 3 ряда на иглы, 1 пропускаю. В итоге все вот так вот красивенько, аккуратненько у нас на иголочках располагается. Ну все, теперь остается только закрыть, и один рукав будет готов. Рукава готовы. Осталось выполнить боковые швы, постирать, и можно носить.